Так, что у нас тут нового по арене наснимали? Гайд, ферма, ключи, ящики, спавны. Интересно. О, отмечен спаун, которого нет на самом деле. Тут спаун есть, но он не указан. Точка эвакуации мародеров на карте для ЧВК. Не, в натуре класс. Поэтому только для вас делаем как надо. Правильные точки респауна и то, как на них стоит начать свой рейд. Где лежит самый ценный лут на карте. 2 секретные точки с лутом, которые вас точно удивят. И долгожданный гайд по ключам, о котором многие просили. Поехали. На просторах коммунистического интернета нашел для вас карту с правильными точками респаунов и выходов для ЧВК. Давайте же внимательно ее разберем. Имеем по одной группе респаунов на каждой стороне карты. Для удачной эвакуации, появившись где-либо, вам придется пересечь всю карту до выходов на противоположной стороне. Как же стоит начать свою игру в первую минуту рейда в зависимости от точки появления, чтобы иметь больше шансов на успех? Давайте начнем с левой части и самого отвратительного респауна. Отсюда я ни в коем случае вам не рекомендую атаковать товарный торговый пост напрямую. На подходе вы обязательно встретите несколько ботов, и ваше местоположение сразу же будет раскрыто. Вдобавок вам придется начать перестрелку с противником, укрывшимся в темных помещениях. Таким образом вы ставите себя в заведомо невыгодное положение. Вместо этого вам стоит первую же секунду сорваться с места и, глотая обезболивающее, направиться к кирпичному забору, отделяющему вас от точки респауна ниже. Если вам не повезет, то в худшем случае у вас влечет с собой в этом дворе с противником на равных условиях, с укрытиями без преимуществ света и тени. Ну а если повезет, то вы попросту застанете противника врасплох, зайдя ему за спину. Только после отработки этого спавна вы спокойно сможете отправиться на сближение с товарным постом, либо сразу к центру карты на ваше усмотрение. Ниже и левее спаун, на котором с приоритетом появляются одиночки или неполные отряды. Это место наиболее выгодно для быстрого занятия главной точки интереса на карте – мотеля. У вас будет достаточно времени, чтобы зачистить его от ботов и окопаться на верхних этажах в ожидании других игроков. Атаковать из этой точки торговый пост будет затруднительно, так как вы наверняка будете в меньшинстве, а противник по таймингу уже успеет занять выгодные позиции на втором этаже в офисах. Выше над озером находится самая благословенная и желанная точка появления с приоритетом для неполных отрядов. Она по таймингу способна первой проверить сейф в конюшнях и успеть побороться за мотель с одиночкой, появившимся под кладбищем. Ну либо вы можете устроить засаду на выживших в перестрелке за торговый пост. Теперь разберем ситуацию на правой части карты. Появившись на крайней правой точке, сразу же срываемся с места и, закидываясь обезболивающим, спринтуем в упор до самого бетонного забора на той стороне дороги. Оттуда на слух необходимо собрать информацию. Такая спешка позволит вам услышать, если противник с респауна над вами решит устроить засаду, забравшись на металлический пандус в этом ангаре. Если вы будете готовы, то легко сможете убить его сквозь окна. Либо попросту зайдете к нему за спину, если он будет двигаться через верх к центру карты. Оба варианта — это довольно легкие фраги. Попытка атаки виллы с этого респауна может оказаться удачной лишь в течение массы случайностей, так как эту длинную перебежку могут простреливать все 3 точки респауна выше дороги. И даже если вам удастся добежать до стен виллы незамеченными, то дальше вам придется выбивать противника из темных помещений второго этажа, где при равенстве по мастерству вы гарантированно не обойдетесь без потерь. А вот в случае появления на самой вилле вы можете перекрыть дорогу к центру карты для 3 точек респауна. Для этого нужно пробежать к левой стене зоны погрузки. Дыры в заборах, трехэтажная башня, дорожная насыпь создадут для вас массу тактических возможностей. Этими же преимуществами вы можете воспользоваться, появившись еще на одной точке с приоритетом для неполных групп. Либо, если вы не уверены в своих силах или снаряжении, совершить быстрый рывок до самых конюшен в погоне за сейфом. Карты с правильными точками респауна и ключами будут доступны для скачивания в моем бусте, ссылка в описании. А заодно хочу поблагодарить за поддержку моих первых бустеров: Жора Доброжор, Николай Сергеев и Сойер Редиска. Спасибо вам огромное. Ну а теперь о луте на ферме и во всей игре в целом. Я не буду показывать, где находится каждый ящик или сумка на карте. Я считаю, что давать такую информацию даже новичку первого дня — это полный бред. Почти все контейнеры вы рано или поздно найдете сами, а попадая в рейд, единственное, что должно быть в ваших мыслях, это тактическая обстановка на карте, а не воспоминания о том, где находится тот или иной источник лута. Я лишь покажу пару мест немного позже, о которых знают немногие, а об одном из них не знает вообще почти никто. Концептуально 90% заработка в арене Breakout приходится на сбор снаряжения с противников, этого мы коснулись в самом начале видео, и на нахождение ценных артефактов и ключей. Артефакты чаще всего могут быть найдены в сейфах, реже в контейнерах и сумках, которые способны их вместить в себя по размеру.
И еще реже в открытую, на столах или совсем неожиданных местах, как этот тракторный прицеп. Будьте внимательны. Что касается поиска ключей, то на них очень часто может приходиться весомый процент от добытого в рейдах. Все ключи занимают одну клетку инвентаря, и соответственно вы будете иметь больше шансов найти их в источниках с самым маленьким объемом вместимости, такими как куртки, ящики, картотеки, спортивные сумки и тому подобное. Эта закономерность объясняется тем, что для контейнеров малой вместимости пул предметов значительно ограничен, так как множество вещей в них попросту не поместится. И, соответственно, маленькие предметы, такие как ключи, часы, монеты, деньги и прочие ценности, занимающие одну клетку, получают значительно больший шанс выпадения. Но какие из найденных ключей стоит продавать, а какие использовать? Вся проблема в том, что никто вам не предоставит гарантированной информации, какой ключ окажется выгодным. Для каждого это будут сугубо личные наблюдения, умноженные на непредсказуемость рандома. Но сейчас я вам помогу сформировать личное мнение, на которое вы сможете опираться при выборе. Возьмем пару примеров. Ключ от офиса в амбаре. Стоимость 72 тысячи, делим на 15 применений. Получаем 4800. Это та средняя сумма, которую вы должны получить, обыскивая один сейф, компьютер, чемодан и поверхность стола, которые есть в этой комнате. Как по мне, это более чем реальная возможность. Ну или ключ с кладбища. 35 тысяч на одно применение. А из содержимого все такой же сейф, компьютер, сумка, а вместо стола висит куртка. Понимаете логику? Из списка ключей без сейфов обратите внимание на ключ от зоны погрузки. Одно применение его обойдется примерно в 1300 коин, а откроет он доступ к аж 3 оружейным и одному медицинскому ящику, плюс некоторые мелочевки, разбросанные на полу. Как вы думаете, окупится? А вот это первый бонус для тех, кто смотрит видео без перемоток. То самое место на мотеле, о существовании которого почти никто не знает. За 1000 с небольшим рейдов на тестах в китайском клиенте я ни разу не видел, чтобы эти ящики были кем-то открыты. Тут можно найти патроны различных калибров, и что куда интереснее, это ящик с гранатами, которых на ферме в обычном режиме всего 2 на всей карте. Это весьма редкий и ценный источник лута. Вернемся к ключам. Выбирая ключи, которые вы хотите взять в рейд, вам стоит в первую очередь принять в учет размер вашей ключницы. Если она стартовая, на 3 слота, ее стоит наполнить ключами из списка ценных, которые наверняка вас выведут в плюс. Офис в амбаре, комната 201, главная спальня. Ну а если уже обзавелись расширенной, вот тут задорого я могу порекламировать какой-нибудь магазин, но не стал, то можно взять вдобавок хоть все из списка мусорных, если имеете время и желание на осмотр этих помещений. Вот вам напоследок второе относительно секретное место с лутом, которое даже не отмечается на карте в убежище после его нахождения. Тут вы всегда сможете найти какую-то броню, оружие, расходники. Мне попадалось вплоть до 5 уровня. Что попадалось вам, напишите в комментариях. На этом на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи.